Всем привет! Это канал Каменный Декор. В этом ролике я расскажу подробно, как я доработал раствор на осенне-весенний период. Вот такой он получается эластичный, работать с ним удобно, а главное, что этот раствор подойдет для любого вида отделки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, ставьте лайк. Приятного вам просмотра! Итак, первым делом всегда заливается в таз вода. Количество воды, конечно же, зависит от влажности песка, но водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0,4 до 0,6 от массы цемента. В данном случае на 25 килограмм цемента я заливаю где-то 16 литров воды, так как песочек у меня практически сухой. Но если у вас песок влажный, наливайте поменьше, 12-13 литров, и потом добавляйте. Фибру засыпал 12 мм большую горсть и 6 мм маленькую горсть. Дальше добавку для бетона БВ3М от фирмы Zika я доливаю 100 мл. А добавку Zika Latex я доливаю тоже 100 мл. Поэтому 100 на 100 получаем стопроцентный результат. Кстати, что касается по добавлению фиброволокна, я добавил полипропиленовое, читайте внимательно инструкцию. В моем случае полипропиленовая фибра должна размокнуть в воде, то есть минут за 10-15 до замеса раствора я ее погружаю, пока она настаивается вместе с пластификаторами, я подготавливаю все остальное. После выдержки этих 15 минут я засыпаю цемент аккуратненько в серединку емкости и на медленных оборотах начинаем разгонять цемент по краям, забирая из серединки. Таким образом он тщательно перемешивается, не сбивается в комки, ну и, конечно же, не прилипает ко дну. Когда цемент тщательно перемешан и нет никаких комочков, всыпаем песок. Песок я добавляю речной, мытый, просеянный. Я добавляю его с мешков, но, чтобы вы понимали, если добавлять ведрами, то соотношение цемент и песок может варьироваться от 1 к 3 до 1 к 4 в этих пропорциях. У меня получается где-то 1 к 3,5. Тщательно перемешиваем первую половину песка, разбиваем все комочки, размешивается фибра и добавляется вторая партия песка. То есть вы можете сыпать по 3-4 ведра постепенно, либо ведрами по одному, по два, как вам будет удобно. Здесь я влил сначала воды не все 16 литров, а влил где-то 15 литров, потому как песок слегка влажный, и определить его достаточную влажность не получается. Поэтому еще по мере перемешивания я понимаю, что необходимо подлить водички. И в общей сложности подлил еще где-то около пол-литра, может быть немного больше. Но по моим подсчетам на общую мою массу получилось 16 литров воды. Собираем песочек с краев таза, так как там остается налипший, и проверяем его на эластичность, на влажность, подходит нам такой состав или не совсем. Мне показалось, раствор хороший, но я решил добавить все равно немножечко воды, и надо тщательно перемешать всю эту воду. При добавлении нужно вбить, чтобы она не отделялась от раствора сверху, а была полностью перемешана. Такими движениями вверх и вниз раствор получается достаточно качественно вымесить, излишки воздуха выходят и раствор становится однородным. После замеса не забывайте помыть инструмент, миксер, в данном случае просто на высоких оборотах в ведре с водой. Проверяем
раствор эластичный, раствор замечательный, подвижный, держит форму до 5 сантиметров. Пробуем нарисовать смайлик. Смайлик улыбается, значит раствор прекрасным получается. Не жадничаем, ставим лайки к видео. Ну а сейчас я поехал, покажу вам раствор в деле. Кто еще досмотрел до этого момента, вот смотрите, как он прекрасно прилипает. Накидочку делаем плотненько и разравниваем. Раствор похож на масло или на сметану, кому как нравится, но работать с ним очень комфортно, и при нарезке можно приступать к раствору от 2 до 5 часов. Настолько он хорошо удерживает в себе влагу, а это, как вы знаете, очень хороший показатель. Чем дольше раствор удерживает влагу, тем крепче он будет. Ну, надеюсь, друзья, видеоролик вам понравился и оказался полезным. Поэтому ставьте лайк, оставляйте комментарии. А я не прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока.